Уважаемые дамы и господа, пожалуйста, занятие 4 по второй теме. Основные задачи развития. Занятие 4. Основные задачи развития. По данной теме. С одной стороны, она очень простая. Суть в чем? Все должно быть у человека хорошо, совершенно. С другой стороны, она достаточно сложная, потому что изменяться тяжело. И изменить свое отношение, что ты думаешь, что ты чувствуешь по тому или иному поводу, сложно. А отношение во многом первично. За что бы мы ни брались, отношение во многом первично. И во многом занятие, изменение, развитие предполагает, что человек изменяет, перестраивает свое отношение ко всем вопросам, которые мы рассматриваем. Например, человек знает, что курить вредно, курит. Ну и что он знает? Ровным счетом ничего. Ровным счетом ничего. Он знает, что полезно заниматься спортом, но не занимается. Ровным счетом ничего не значит его знание. Он мечтает о счастье в личной жизни и ничего для этого не делает. Ничего не стоит его мечты, потому что ничего для этого не делает. Но когда человек что-то знает, многие считают себя умными и правильными. Желательно понимать, если знания не превращаются в действия, они почти ничего не стоят, потому что они не ведут к нужному результату. Поэтому наша задача в первом приближении, как оценивать, что ты знаешь, думаешь, чувствуешь. И не все, это, конечно, большая тема, задач много, но, по крайней мере, одни из самых важных задач, что нужно для счастья, для успеха, для совершенства. Да. На что, прежде всего, нужно обращать внимание, каким результатом мы будем стремиться на наших занятиях, нам нужно рассмотреть. То есть, что нужно, важно, и каким должно быть наше отношение. И насколько успеем, хотя бы в первом приближении, чтобы наше отношение можно было бы переключать, изменять к лучшему, усиливать. Да? То есть, собственно, одни из основных оценок на наших занятиях, они вводятся именно по отношению человека к той или иной теме. Да. Оценка, скажем, 1 балл – это негативное отношение. Да. Не трогайте меня, курил и курить буду. Да, вы меня раздражаете. Человек агрессивно защищает свою позицию. Неважно, это может касаться любой проблемы. Абсолютно любой. Ярко выраженный негатив. Да, он точно так же может защищать свой страх, свою несостоятельность, закомплексованность, свои обиды, агрессию, неважно что. Когда человек яростно защищает свою негативную позицию, ему тяжело сдерживаться, это 1 балл. Да, это очень плохо. Да, 2 балла плюс-минус – это нейтральное отношение. Да все равно мне. Слабый я, сильный, умный, глупый. Проживу долго, да, и классно, или мало, буду болеть и кашлять. Все равно. 2 балла. Уже нет ярости, агрессии, толку тоже никакого. Грубо говоря, ни рыба, ни мясо. Да? Ни рыба, ни мясо. Да? Шаг за шагом, в конечном итоге, к чему нам нужно прийти? Что такое 5 баллов? Когда человек не просто понимает, что вот это хорошо, да? А когда для него это цель, это задача. Он обязательно хочет этого достичь. Он за это готов сражаться. У него такое пламенное чувство. Очень нужно, очень важно, чтобы себя уважать, чтобы быть счастливым, чтобы достигать успеха, чтобы тебя уважали другие. Мне это нужно обязательно сделать. Да, я все преодолею, все смогу, я буду выкладываться, тренироваться, сражаться до победы. Когда у человека есть пламенное чувство, и он действительно действует до результата, полон решимости, никогда не сдается, доводит начатое до конца, тогда это 5 баллов. Тогда у него действительно сформировано отношение, когда эти принципы работают у него в жизни. Большинство людей даже не знают, а просто слышали. Да, если человек знает, то действие является неизбежным следствием знаний.
То есть если ты знаешь, ты ответил на все необходимые вопросы. Ты ответил на все, что влияет на мотивацию. Поэтому необходимо формирование отношения ко всем задачам развития. Во многом они соответствуют тому алгоритму, который мы говорили. Только алгоритм направлен на решение конкретного вопроса, на конкретном занятии. А основные задачи – конечный итог. Первое – это правильные знания. Насколько человек умный. Это основа всех остальных решений. Неправильные знания, плохие решения, соответствующая судьба. Основа всех решений – правильные знания. Тогда можно двигаться дальше. Вторая задача – перепрограммирование сознания, когда у тебя в душе нет зла, слабости, глупости, да, есть позитивные ценности. Третье – их нужно подключить к внешним и внутренним проявлениям, чтобы ты понял, что такое быть благородным. И ты научился это выражать в словах, в интонациях, в манерах, в взгляде. Да? Проявление, состояние, покой и свет. Нет проблем, и ты учишься управлять собой, чтобы можно было зажигать других людей, влиять на них, располагать, а не просто что-то глубоко носить в своей душе. Да, починить, по крайней мере, время жизни, образ жизни, чтобы все успевать. В конечном итоге получить множество ценных призов, чувства, веру и все лучшее, что делает человека сильным и счастливым. Это вот внутренние изменения. А внешние изменения – это наша судьба, наши цели. С ними что? Правильно цели поставить, правильно маршрут рассчитать, научиться там, то ли в карьере, то ли во взаимоотношениях, все, что нужно правильно делать, профессионализм, и сделать наилучшим образом. Тогда у тебя есть шанс на соответствующие призы. Если ты слаб, ты призы не получишь. Да? Если ты не выполняешь все условия, неважно, там, пошли в горы, неважно, то ли курточку забыли, замерзнете, то ли ботинки с шипами, значит, босиком далеко не уйдешь, то ли веревку забыли. Да не важно, что вы забыли, то ли продукты забыли. Или вы в гору не подниметесь, или там останетесь. Да? Чтобы побеждать, нужно выполнять все требования.